Вот такой обалденно вкусный, полезный суп со свежей капусты, а также запеченное в духовке яблоко я сегодня приготовил. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня займемся изготовлением супа. Я решил сделать очень простенький диетический суп со свежей капусты. Это обалденно вкусно. Иногда хочется такое что-то жидкое, легкое после недели такой сильной и тяжелой еды. И к этому в качестве десерта я еще решил испечь в духовке яблоки. Это обалденно вкусный десерт в зимнюю пору. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Может быть, я немножко делаю по-другому, чем вы. Может быть, я вам подкину идею делать то же самое. Итак, я взял 2 куриных кусочка, и пускай это у нас варится. Как это закипит, я сниму пеночку отсюда. Остальные продукты, то, что мне понадобится, здесь уже у меня на столе приготовлено. В первую очередь я сейчас займусь яблоками. Я взял 5 яблок, сейчас отделим от сердцевины. Так, яблоки перенесу сразу в форму. Такую форму я взял. И у меня уже духовка нагревается до 180 градусов. Сейчас мы яблоки в форму поставим. Так. А теперь я взял изюм. И изюм отправим сюда в дырочку. Я все добавляю на глаз. Так. Теперь возьму корицу. И немножечко в каждое яблоко вот так мы отправим. То есть отправляйте по вкусу. И беру теперь сахар. И сахар отправляю в каждое яблоко. Вот так. Если даже будет на форме, то ничего, потому что яблоки пустят сок. И будет очень такое приятное желе под яблоками образуется. Вот так. Вот карамелизованные яблоки. И как у меня духовка нагреется, я отправляю сразу в духовку, примерно на полчаса. 180 градусов. Так, курица у меня закипела. Я снимаю сейчас пенку отсюда. Я тем временем взял одну луковицу. Зажарку я для этого супа не делаю. Потому что хочется простой, легенький суп. Без лишних жиров. Жиры будут только то, что там кусочки курицы отдали. И сразу порежу морковку. Делается легко, но это обалденно вкусно и здоровое питание. Так. И теперь все это мы отправим в кастрюлю вариться. Итак, сюда отправляем 2 лавровых листа, лук с морковкой. Так. Сразу отправлю сюда смесь польской приправы у меня. Очень хорошо идет к супам. Так. Пару перчиков. И слегка подсолю. Сейчас слегка подсолю, потом я еще посмотрю, если надо, то еще добавим соль по вкусу. И пускай потихонечку это варится. Итак, пока там супец варится, я сейчас порежу томат. Сравнительно, ну так, на 6 частей. И отправим туда же в суп, потому что томат очень хорошо идет с капустой. И у меня так получилось, что в холодильнике оказались томаты. Так что израсходуем тоже. Кто хочет, можете еще крупу добавить в суп, но я
Хочу простой, легкий суп сегодня, без крупы. Так. А я тем временем вымою и почищу картошку. Итак, здесь я взял 4 картошины, сравнительно мелко сейчас порежем и отправим туда в кастрюлю тоже. Итак, теперь мы отправляем в кастрюлю. Какая прелесть. И теперь мы займемся нарезкой капусты. Итак, здесь я взял капусту, отсюда мы используем только половину. Сейчас я вычищу, вымою и начнем нарезать. Капусту я тоже нарезал, и теперь отправим это в кастрюлю. Так, пускай это потихонечку теперь варится, а мы порежем зелень. Из зелени я буду пользоваться кориандр и укроп. Здесь у меня немного кориандра и укроп, они дадут хорошую такую свежесть нашему супу. И добавим в суп уже последнюю очередь, как суп уже выключим плитку. И на этом у нас все нарезки закончатся на сегодня. Вот и все. И это мы отправим уже в кастрюлю в последнюю очередь. Итак, перчим хорошо. Ох, какая прелесть. Посмотрим. Я думаю, что уже все готово. Да, все готово. Курица сварилась, капуста все сварилась. Теперь, как вы видите, я поменял конфорку, на маленький газ поставил. И так у меня кипело минут 10. Теперь я выключаю газ. Добавляем нашу зелень для свежести. О, какая прелесть. Люблю зелень. Сейчас еще раз помешаю. Аппетитно все выглядит. И теперь мы оставим минут 10 постоять, и там уже подавать уже на стол. Вот и яблоки вышли у меня с духовки. Выпекал точно 35 минут. Посмотрите, там карамель образовался даже на донышке. Можете подавать так, как она есть, или можно подавать с взбитыми сливками. Ну вот такой финальный результат получился. Обалденно вкусный суп со свежей капустой. И к этому я сделал в духовке запеченное яблоко. Посмотрите, как аппетитно все это выглядит. Итак, сегодня поделился еще одной идеей, что можно приготовить в качестве супа. А именно, если приготовил простой суп со свежей капустой. Легкий и полезный. Иногда такого хочется. И к этому я запек в духовке яблоки с сахаром, с корицей и изюмом. Все это обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или наподобие такое. А на этой аппетитной ноте хотелось прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Не болейте. Всем крепкого здоровья. Всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.